Добрый день. Сегодня мы начинаем цикл наших бесед по элементарному катехизису. Ну и первое, с чего хотелось бы, наверное, начать, это понятие души. Что такое душа? Я не буду приводить каких-то догматических определений, потому что мы договорились говорить о катехизисе элементарными понятиями. Так вот, обычно говорят, душа – это что-то такое, что обитает во мне, бесплотная сущность моя. Вот с этим понятием невозможно согласиться. На самом деле, во мне обитать ничто не может, если только, к примеру, бесплотная сущность, которая входит в человека и завладевает его силами, его свойствами тела, души. Чаще всего это называется демоном, а само явление называется беснованием. Так вот, душа – это я сам, моя личность с моим разумом, рассудком, моими чувствами, желаниями, волеизъявлениями. Как это понять? Давайте попытаемся на примере. Представьте себе, вы сидите перед своим монитором, перед компьютером и играете в какую-либо компьютерную игру. Современные компьютерные игры настолько натуральные, объемные, настолько реалистичны, настолько приближены к нашему пониманию или рассудку, что порой человеку даже не нужны инструкции. Но тем не менее, какие-то правила он все равно должен там узнать, научиться играть, управлять. И вот возьмем какую-либо онлайн-игру, в которую играют одновременно десятки тысяч человек. Мы видим, бегают чьи-то фигурки, дороги, дома, водопады, машины, деревья, горы. Все может быть очень красиво и натурально, как в настоящей жизни. Есть моя фигурка, которой я управляю при помощи мышки и клавиатуры. Есть системный блок с оперативной памятью, там, процессором, материнской платой и так далее. Да? Но это, так скажем, сама система, которая обеспечивает работу виртуального мира. И вот я вижу эти фигурки, которые бегают. Я понимаю, что за каждой фигуркой находится реальный человек. Ну, если это не бот, конечно, какой-то, да, автомат. Вот, ну, чаще всего основная масса это реальные игроки. Точно так же они видят мою фигурку, вот эту вот какую-то 3D там, вот, но меня самого они не видят. Вот в данном случае для этой фигурки я с моим сознанием, с моим разумом буду являться как раз вот этой душой, которая управляет. Вот представьте себе, что мы общаемся с другими людьми, мы находимся внутри такой виртуальной игры, особенно если надеть 3D очки, я перестану видеть этот мир, я буду видеть только тот мир. И вот я не вижу души этих людей. Я вижу только их тела. Они со мной говорят. А душа, я, посредством головного мозга, генерируются какие-то нервные импульсы. Что такое нервный импульс? Это электрический разряд, который бежит по моим нервным волокнам, и уже вот мои руки двигаются, мои глаза воспринимают, информация проникает, например, в мой глаз, выбивает электрон на сетчатке глаза, этот электрон бежит по нервным волокнам в моем головном мозгу
как в процессоре в каком-то преобразовывается в образы, и я уже вижу окружающий мир. Так вот, точно так же я вот вижу только фигурки этих людей, а души их не вижу. Ребенок заигрался. Представьте себе ситуацию. Входит в комнату мама. Ах, ты опять играешь? Ты опять не выучил уроки? Мама в гневе забирает мышку, забирает клавиатуру, вырвала из компьютера, ушла. Все, ребенок, игрок, бьется в истерике. Все смотрят, его фигурка замерла. Он тоже видит на мониторе изображение своей фигурки, но управлять ей не может. Для всех он помер. Все, фигурка замерла, стоит, никуда не денется. Вот нечто подобное описывают врачи, реаниматологи, когда возвращают человека с того света. Можно здесь порекомендовать книжку английского ученого Моуди, называется «Жизнь после смерти». Это врач-реаниматолог, который в своей жизни вернул с того света десятки тысяч людей, начинал свою карьеру как атеист, сейчас он, по-моему, верующий католик, вот, но это не важно. Так вот, как он описывает ситуацию? Вначале это было просто забавно, люди возвращались из комы или из клинической смерти и что-то рассказывали, они что-то видели там. Вот. Потом ему это стало интересно, он стал записывать, потом стал классифицировать, выявил даже определенные закономерности. Сейчас даже фильмы сняты по его книжке. Так вот, как он описывает эту ситуацию? Привезли человека в больницу, вернее, в палату, положили на больничную койку, что-то еще было смутное сознание, потом отключился. И вот вдруг человек видит себя, значит, я в этой же комнате, хожу, встал, вижу соседние койки, люди лежат, кто-то, может быть, что-то даже разговаривает. Ну, как-то интересно, обернулся. О, смотрю, на моей койке кто-то лежит. Странно, подошел, посмотрел, надо же, как быстро успели. Вроде бы только-только меня привезли, а уже кого-то другого положили здесь. Попытался что-то спросить у людей. Я говорю, а меня не слышат. Подошел к койке, ой, странно, как бы человек даже похожий на меня. Попытался опереться на койку, а рука прошла сквозь. И вдруг возникает смутное предположение, страшная мысль. А может быть, это я лежу на этой койке? А может быть, неужели я умер? Вижу, что бегают люди, откачивают этого человека. Я что-то говорю, меня никто не слышит, меня никто не видит, проходит сквозь меня. Так что же это, я умер? И вот потом человека вернули в себя, пришел в себя, вернее, начинает рассказывать, а я вас видел, я вас слышал, как меня тут откачивали. Да ладно, говорят ему, что ты придумаешь, у тебя было кислородное голодание, ты был в коме, остановка сердца, мы тебя тут откачивали. Да, говорит, надо же. А я вот видел, что в соседней комнате под шкафом лежат ножницы. Сходите, посмотрите. Пошли, приносят, правда, ножницы. А ты откуда знаешь? Ну так я же говорю, что я все видел насквозь. Вот нечто подобное испытывает человек, у которого забрали клавиатуру, его фигурка отключилась. Вот, его душа потеряла способность управлять этим виртуальным телом. Ну вот на этом сегодня закончим. Такая аналогия, которая помогает современным языком или компьютерным языком помочь понять, а что же такое душа и как она управляет моим телом. Спасибо.